Если вы хоть раз открывали график и видели там всего лишь зеленые, красные свечи, а также какие-то непонятные линии, движения вверх-вниз, это нормально. Потому что человек, который не владеет техническим анализом, он только лишь видит движение цены. Но человек, который анализирует рынок, он видит структуру, тенденции, замедление рынка, борьбу между покупателями и продавцами, а также где цена реагировала и где она потенциально сможет среагировать в будущем. Именно это цель данного курса. Этому научиться. Очень важно понимать то, что перед тем, как мы будем открывать TradingView и что-то там рисовать, нужно понять, что технический анализ это не какие-то красивые линии и картинки. Технический анализ это способ системно понимать рынок. Сейчас перейдем на TradingView и продолжим. Сразу хочу обозначить мой подход. Лично я не рассматриваю рынок только лишь через технический анализ. Я использую комплексный подход. Что в него включается? Это технический анализ, Smart Money Conception, волновой анализ, фундаментальные факторы и прочие дополнительные инструменты. Почему именно комплексный подход? Потому что каждая из концепций позволяет понимать рынок по-своему. Ну вот давайте возьмем, например, фундаментальные факторы помогают понять, почему цена движется сейчас именно так. Фундаментальный анализ включает в себя новости по центральным банкам, по процентным ставкам, по инфляции, по рынку труда и так далее. Технический анализ, он же нам помогает понять, где сейчас находится цена, куда она может пойти, где среагировали покупатели, где на себя перетянули одеяло продавцы, ну и также где у нас может остановиться цена. Почему я начинаю именно с технического анализа? Потому что для того, чтобы переходить к более сложным концепциям, нужно человеку понять базу и хотя бы базовое понимание того, как работает рынок и как движется цена. Где определять структуру, как ее определять, что он нам показывает и так далее. То есть первоначально нам нужно взять базу, изучить ее, и дальше мы будем уже рассматривать Smart Money Conception, волновой анализ, ну и фундаментальные факторы соответственно. В этом курсе мы также будем опираться на апостол технического анализа, на книгу Джон Джей Мерфи «Технический анализ финансовых рынков». Но наша задача не просто пересказать книгу, а показать минимум сухой теории и максимум понимания того, что происходит прямо перед глазами на TradingView. Посмотрите внимательно сейчас на этот график. У нас есть цена, у нас есть время, и также у нас есть то, как цена это двигалась. Мы сейчас специально не будем добавлять никаких индикаторов, ничего, а просто посмотрим на график и увидим, как двигалась цена. Именно с этого и начинается технический анализ. Смотрите, здесь ярко выражено мы видим восходящее ценовое движение. Цена двигалась вверх. Это видно. Вот. Также мы видим ярко выраженное ценовое движение вниз. Вот здесь. Видите, цена двигается вниз. Также дополнительно мы видим определенные коррекции. У нас здесь цена двигалась вверх. И имела свою коррекцию. Вот здесь. Такая же коррекция будет и с восходящим ценовым, и с нисходящим ценовым движением. Безусловно. Без этого никак. Вот у нас цена двигалась вниз. В моментами корректировалась очень глубоко. Вот. И продолжала свое движение вниз. Также важно понимать то, что у нас есть боковик. Там, где цена не двигается никуда. Но об этом попозже.
Один из базовых технических принципов звучит именно так. Рынок учитывает все. Что же это все-таки значит? Допустим, выходит важная экономическая новость. Изменились ожидания, там крупные игроки передумали, да, там перенастроили свое движение, вышла инфляция повышенная или же пониженная наоборот, да, разное геополитическое ухудшение ситуации или же улучшение, да, и у нас сразу же цена на это реагирует. В конечном счете реакция покупателей и продавцов начинает отражаться в цене. И технического аналитика прежде всего интересует результат этой борьбы, который мы непосредственно видим на графике. Обратите внимание, это означает, что фундаментальный анализ мне не нужен. Да? Наоборот, я уже сказал в начале видео, что сам использую комплексный подход. Просто фундаментальный и технический анализ, они рассматривают рынок с разных сторон. То есть фундамент может объяснять причины происходящего, а технический анализ позволяет изучать непосредственно поведение самой цены. Вот вам простой пример. Смотрите. У нас тут цена как бы двигалась своим обычным чередом. Мы видим, что нет никаких ярко выраженных импульсов, прыжков, да, и резкие импульсы. Резко начала прыгать цена, мы это видим. Вот видите, резкие прыжки. Бам-бам. Да, то есть это мы уже видим, что что-то повлияло на рынок. Мы пока не знаем, какая новость повлияла, но мы знаем, что она повлияла на резкое движение. Потому что такое резкое движение само по себе оно не происходит. Это важно понимать. Второй принцип. Рынок движется направленно, то есть цена движется тенденциями. И это одна из важнейших вещей, которую необходимо понять новичку. Посмотрите на этот участок. Цена двигается вверх, получает небольшие откаты. Вот здесь она двигается вверх. Сейчас я вам сделаю пошире. Вот, цена двигается вверх, получает откат, все равно продолжает двигаться вверх, получает откат, но все равно в дальнейшем продолжает двигаться вверх. Видите? Вот. И продолжает двигаться дальше вверх. Но самое главное, если я отдалю график, у нас в любом случае мы увидим просто восходящее трендовое движение. То есть тенденция сохраняется на восходящее ценовое движение. И это очень важно понимать. Теперь посмотрим на другой участок. Давайте посмотрим на нисходящее трендовое движение. Видите, здесь цена также двигается вниз, со своими коррекциями вверх, понятное дело, но общая направленность идет вниз. То есть, если мы отдалим график, мы увидим, что она здесь четко двигается вниз. Да, со своими коррекциями, но четкое движение в общем идет вниз. Да, есть очень сильная коррекция вверх, но в общем цена двигается вниз. И существует еще также третий вариант. Это боковик. Да, то есть тогда, когда цена у нас вообще без выраженного тренда. Ни вверх, ни вниз, а просто остается в одном ценовом диапазоне. Мы сейчас рассмотрим и такой пример. Например, вот здесь. Мы можем затронуть этот участок. Здесь у нас не было никакой направленности ценового движения. Здесь у нас был очень затяжной боковичок. Мы видим, да, то есть не было ни нисходящего выраженного тренда, как здесь, ни восходящего выраженного тренда, как здесь. Это боковик. Консолидация. После нее цена выходит в одну из сторон. Либо вверх, либо вниз. Для того, чтобы понимать, куда она выйдет, мы сейчас и изучаем технический анализ. Позже мы, конечно же, научимся определять тренд, поймем, из чего он состоит, как выглядят трендовые линии, как их применять, где может меняться направление движения и как оно может меняться и как это определить. Но сейчас ваша задача просто понять главное. Рынок необходимо рассматривать не как отдельные свечи, а как последовательность движений. И также у нас есть третий, самый такой базовый принцип. Да? Третий принцип — это история повторяется. Что это значит? Это не значит только то, что
если у нас как-то сформировалась по определенному цена, какая-то выстроилась фигура, что она обязательно точно так же повторится и в следующий раз. Нет. Очень важно понимать то, что есть много факторов, которые также влияют на рынок. Например, желание участников рынка купить, когда сильно упала цена, также продать, когда она сильно выросла, или же боязнь упустить хорошее движение и так далее, и так далее. Именно в эти моменты мы видим хорошие зоны сопротивления, поддержки, а также трендовые сломы и так далее. Смотрите, что сейчас очень важно понимать. Мы разберем пару примеров, и я вам продемонстрирую, что рынок один и тот же, время совсем другое, график один и тот же, но время совсем другое, и продемонстрирую, как это работает по факту. Вот давайте возьмем сейчас ситуацию. Смотрите, вот даже на примере этом. У нас цена импульсивно двигалась вверх. Появилась коррекция, да, то есть у нас здесь начали преобладать покупатели, очень сильно начали откупать цену. Скинули цену и снова появились, это небольшая коррекция, и снова появились новые покупатели. Но снова начали откупать. Также впоследствии, да, у нас начала она чуть-чуть падать. Давайте разберем и другой пример, да, совершенно другая ситуация, не похожая на эту. Возможно, да, то есть совсем другое время. Давайте вот возьмем вот эту вот ситуацию. Также, смотрите, идет цена, появляется резкий импульс, коррекция, резкий импульс, потому что снова появились покупатели, видите? То есть это все повторяется со временем. И это очень важно понимать при анализе рынка, при техническом анализе рынка и при глубоком комплексном рыночном подходе также. Но мы сейчас рассматриваем технический анализ, и, в принципе, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас очень важно понимать то, что есть еще одна важная особенность технического анализа, это его принципы. Можно их применять на разных временных интервалах. Сейчас вот давайте перед нами часовой таймфрейм, мы его видим, да. Также мы можем сразу же начинать с дневного, для того, чтобы вы просто понимали, про что я говорю. Смотрите, вот дневной таймфрейм. Вот такая направленность, такое движение. Вот у нас 4-часовой таймфрейм. Да. И час. И часовой таймфрейм. То есть вы замечаете, наверное, что масштаб меняется, количество движений меняется, но основные принципы остаются теми же. У нас все равно существуют максимумы, коррекции, минимумы, зоны, от которых реагирует цена, да? Ну и также позже вы поймете еще одну важную вещь, что на разных таймфреймах рынок одновременно может выглядеть совершенно по-разному. То есть у нас на дневном таймфрейме может быть восходящее ценовое движение, к примеру. Да, ну у нас на дневном нисходящее. Но на часовом это может быть восходящее ценовое движение. Вообще, безусловно, без проблем мы можем перейти на часовой таймфрейм. Ну, у нас ярко выраженное восходящее трендовое движение с небольшим откатом. Да, возможно, оно продолжится после пробития Protected High. И если человек не понимает временные интервалы, он может легко запутаться. Этому также мы посвятим отдельный урок. Также хочу сразу же убрать типичную ошибку новичков. Не пробуйте протестировать после первых 2-3 уроков технического анализа его на практике. Увидели техническую фигуру, значит нужно покупать. Или увидели линию и точно цена развернется. Нет, здесь такого подхода не будет. Рынок никогда не может вам дать слепой уверенности в том, что та или иная техническая фигура или же какой-то уровень даст реакцию. В дальнейшем мы ко всему будем подходить постепенно. Сначала научимся понимать состояние рынка, затем тренд. После уровня
После этого реакция цены около этих уровней, объем и дополнительные инструменты. Если вы будете внимательно смотреть курс, не отвлекаться, не пропускать уроки и практиковаться, у вас обязательно получится стать хорошим техническим аналитиком. В следующем уроке мы уже подробнее разберем, из чего состоит цена, зачем нужны таймфреймы, что показывают свечи, для чего нужны таймфреймы и что это вообще такое. Поэтому мы поработаем именно с самим графиком. Это будет намного интересней и полезнее. Ждите следующих уроков, а на сегодня все. Итак, после прохождения первого урока я хочу, чтобы у вас осталось 3 основных принципа. Первое — это то, что цена учитывает все. Второе — это то, что у рынка есть тенденции. И третье — непосредственно то, что история повторяется. Это базовые понятия классического технического анализа. А пока это теория, мы будем, конечно же, дальше начинать самое интересное. Да, то есть в следующих уроках мы уже поработаем с самим графиком.